мы должны объединяться. Мы должны вместе это создать. Это делали путем информационного воздействия. Вы не представляете, какая сила будет, когда мы вместе это начнем делать. Но вы всегда можете использовать свой индикатор. Деньги, они не имеют ценности. Деньги перестанут быть ценностью. Ценностью будут другие вещи. Так, вот знаете, Ильдар, такой вопрос интересный. Кстати, тоже на нашем канале я где-то видел, задавал кто-то вопрос такой. Мне вот самому даже интересно стало, настанет ли тот момент времени, когда вот люди придут все к пробуждению? Ну, вот полное пробуждение людей придет. Настанет ли вообще это время? Блин, классный вопрос, ну прям суперский вопрос. Я ждал этого вопроса. И, конечно же, Илья, я очень тоже этого хочу. И я отвечу на этот вопрос так. Чтобы все это реализовалось, чтобы это все настало, мы должны объединяться. Мы должны вместе это создать. Что я имею в виду? Более углубленно отвечу этот вопрос. Вот смотрите, друзья, вот на данный момент у нас есть наш мир, в котором мы сейчас живем. Все, что в этом мире сейчас есть, оно было создано именно нашей же силой, силой нашей, силой Творца. Как это создавалось? Вашу силу использовали не во благо вас, а во благо интересов гостей. Как они это сделали, я объясню. Это делали путем информационного воздействия. Вот смотрите, как работает сила Творца. Если все время ваше внимание буду забирать на что-то негативное, чем больше творцов присоединятся к этой информации, и чем больше творцов будут проецировать эту информацию, и именно силой Творца эти творцы, которые эту информацию прокручивали, проецировали, они дадут возможности этой информации реализоваться, материализоваться. Сейчас наша задача всех вместе объединяться и материализовать то, что мы хотим, желаемое, новый формат бытия, новую жизнь планеты Земля, счастье, радость, добро, любовь. Это все в наших силах. Вы сейчас все наблюдаете, какое идет обильное, масштабное воздействие на вас, на всех. Ну и все вы сейчас вправе выбирать, куда направлять свое внимание. И именно вашим вниманием используется ваша же сила Творца. И я призываю вас сейчас обращать внимание только на, стараться только на позитив, на счастье. Мы здесь тоже на канале нашем, мы будем стараться вместе проецировать именно то желаемое, которое мы хотим, то новое будущее, которое мы уже готовы реализовать. Вы все внутри слышите этот зов высших сил. Вы все внутри ощущаете свое высшее Я, своего духа, который тарабанит в стенки и говорит: проснись, дорогая, проснись, дорогой. Ты сейчас являешься участником того знаменательного события в истории Вселенной, когда мы, люди, являемся сотворцами, и мы сейчас вправе все изменить. Мы сейчас реально можем создать с вами мир на Земле. Это не фантастика, это не версия, это реальный факт. Факт, который я проверил, он работает. Я научился, как это делать. Я учу людей, и люди, меняя свою жизнь, в первую очередь свой внутренний мир, избавляясь от всего негативного, он начинает концентрировать свое внимание только на прекрасном. И чем больше он концентрирует внимание на прекрасном, тем быстрее начинает реализация происходить вокруг него.
А представьте, когда мы объединимся, и мы вместе будем концентрировать внимание на новом формате, на формате счастья, на формате рая, на формате любви, на формате благодарности. Вы не представляете, какая сила будет, когда мы вместе это начнем делать. Наша миссия, наша цель здесь, ведение этого канала, именно это. Почему я сказал, что это суперский вопрос, я его ждал. Это объединение. Наш центр, он и есть, он и был создан для того, чтобы объединить людей и начать новый формат. Но мы это будем делать не руками, а нашей силой Творца. Я со своей командой готов всем помогать, готов вести вас, дорогие мои. Доверьтесь, и мы вместе начнем менять это. Все в наших руках. Поэтому я верю, я вижу, что это будет. Я благодарен вам, что вы пробуждаетесь, что вы слышите своего духа. И я уверен сейчас, вы можете обратить внимание, когда я говорю эти слова, мурашки по спине пошли, внутреннее какое-то восхищение, всплеск пошел. Это сейчас реакция и говорение вашего духа. Вас сейчас всех поддерживают высшие силы, ваше высшее Я, и она говорит, да, да, это так. И мы сейчас должны вместе начать этот процесс. Чем больше нас будет, тем больше у нас получится сделать. Я вижу это счастливое будущее, беззаботное будущее. Поэтому, друзья, я очень хочу, чтобы вы сейчас, в первую очередь, научились концентрировать внимание. Сейчас очень много информации, которая транслируется в информационных источниках. Той информации негативной, той информации пугающей, той информации разрушающей. И именно эта информация, она запускает процесс материализации. И я прошу вас, призываю вас, научитесь сейчас концентрировать внимание на другом, на свете, на любви, на радости, на счастье. Я думаю, что мы не одни, кто формирует именно эту нужную информацию. Нас мало, да, нас мало. Открыв YouTube, вы все видите, сколько информации там, и среди этой информации очень много ложной информации. Человек просто теряется. Но вы всегда можете использовать свой индикатор. Индикатор ваш, он находится здесь. Вы можете отсеивать информацию именно этим местом. Поэтому, друзья, я знаю, что это будет. И я прошу вас сейчас всех присоединяться и начинать вместе менять наш мир. Мы сейчас можем это сделать очень быстро. Сейчас у нас есть эта возможность. Я знаю, что наш мир поменяется, но когда это будет зависеть от нас. Чем быстрее мы начнем это делать, чем быстрее мы начнем трансформировать, тем быстрее начнется меняться наша реальность. У нас сейчас, ну, как говорят, все карты на руках, которыми мы должны воспользоваться, которыми мы должны, обязаны использовать, потому что эти возможности, они подарены нам Творцом. Ну, я думаю, ответил дорогим Творцам на этот вопрос. Ну, мне на самом деле, честно, ну, самому интересно было вот услышать ответ. Такой прям интересный вопрос. И мне самому прям хотелось послушать, что вы скажете. Это важные вопросы, и я с удовольствием отвечаю на эти вопросы, потому что именно в этих вопросах скрываются ответы, которые люди ищут. И именно истина здесь. А наше задание, с которым мы пришли сюда, эти вопросы раскрыть. Поэтому мы и несем эту миссию. Так, ну еще был такой вопрос, кстати, тоже мне прям самому интересно Мгм. это стало. Ну, как обычно, про деньги. Все Мгм. любят там про деньги что-нибудь Да, узнать. да. И вот был вопрос такой, а, а вот что будет, если деньги потеряют свою ценность? То есть, ну, вообще наступит ли такое время? И вот что будет происходить? Как люди вот жить да будут? Там?
Мгм. Если у денег вообще ценности никакой не будет. Мгм. Какой формат вообще жизни у людей? Про деньги можно много говорить, но сейчас я хочу затронуть понимание денег. Вот что для вас являются деньги? Что такое деньги? Я думаю, многие ответят, это возможности, это ценность, конечно же, это счастье, как многие отвечают. Я исправлю вас, я скажу, деньги, они не имеют ценности. Ценность имеет то, на что вы можете обменять эти деньги. Деньги – это всего лишь инструмент, это бумажка, железка, но их ценить нельзя. Ценить надо то, что вы можете получить за деньги. Привносить деньги нельзя. Деньги всего лишь средства, с помощью которого вы производите обмен. Деньги, они будут, но понимание к ним будет другим. Поэтому здесь в первую очередь изменится отношение к деньгам. Деньги перестанут быть ценностью. Ценностью будут другие вещи проявляться в жизни человека. Деньги не уйдут. Это всего лишь средство обмена, но отношения и понимание изменится людей. Деньги будут у всех, будут в достаточном количестве. И понимание количества денег тоже изменится. Зачем они нужны в большом количестве, если у тебя будет все, что ты пожелаешь? Смысл, если у тебя будет возможность кушать, жить, красиво жить, одеваться, питаться хорошо, путешествовать, количество денег, она потеряет смысл. И деньги будут приходить легко. Но самое главное – это отношения. Ценить надо не деньги, а ценить то, что вы получаете. Но не придавать этим вещам, то, что вы получаете, высокую ценность тоже нельзя. Потому что самая высокая ценность – это жизнь. Вы есть, вы уже здесь. Ваша божественная вибрация, ваша миссия, ваше настоящее счастье, отношения. Вот это высокая ценность. А все остальное – это сопутствующее. Ответил на вопрос? Ну, понятно, что с деньгами будет. То есть они никуда не исчезнут, просто Они не отношения исчезнут. Они поменяются. не исчезнут, отношения поменяются к деньгам. Деньги перестанут быть той самой важной ценностью, которые были на протяжении многих лет, многих веков.